Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Мы с вами умеем вязать и с успехом вяжем самые разные вещи. Пледы, подушки, ковры, все что угодно, совершенно в разных техниках. Сегодня я вам хочу рассказать про еще один свой проект. Вы про него давно спрашивали. Вот, наконец, я снимаю про него видео. Это будет видео-обзор и плюс схема. Не забудьте, пожалуйста, в описании к этому видео, там внизу, открыть схему, кликнуть на ссылку, вам откроется эта схема в большом формате, в Google Доке, вы сможете ее оттуда распечатать или вязать прямо с планшета или с компьютера, там все очень удобно. Сейчас я вам покажу, что я связала по этой схеме. Та-дам! Попробую вам показать его в полный рост, но это, конечно, не в полный рост. Это квадратный плед, да-да, именно квадратный плед. Вот еще немножко так вот его продемонстрирую. Полюбуйтесь, пожалуйста, цветовыми переходами. Видите, от центра цвет плавно расходится к краям. На изнанке плед выглядит вот так. Это просто аккуратные полоски. Итак, теперь давайте расскажу про него поподробнее. Почему он квадратный, что за техника, что за пряжа, все-все-все. Итак, квадратные пледы, по-моему, незаслуженно совсем обойдены. Незаслуженно, может быть, не учитываются при выборе формы пледа. Почему-то кажется, что в него не закутаться, неудобно им укрываться. Спешу развеять ваши сомнения. Под квадратным пледом вообще-то все делать очень удобно. Я сижу вот на этом диване, когда накрываюсь этим пледом, пока я его вязала, уже им укрывалась, и очень удобно. Он отлично прикрывает ноги, у него нет вот этой лишней прямоугольной части, которая свешивается с дивана, под ним очень уютно и комфортно. Можно ли в него закутаться? Можно, если вы его свяжете большого размера, безусловно. У меня этот плед получился чуть больше метра, да, это квадрат со сторонами метр, чуть больше. Но вообще-то можно сделать его чуть-чуть побольше, да, и тогда в него закутываться так же, как вы закутываетесь в прямоугольный, безусловно. Удобно ли его использовать как покрывало? Но это вот вопрос. Я все-таки за прикладное использование пледов, я хочу в них укрываться, я хочу ими укрываться. Если вы хотите просто его класть на кровать, то, конечно, будет, может быть, немножко странно, что он у вас не покроет всю кровать. Но, опять же, зависит от размера, безусловно. Но свою функцию именно укрывательную, да, обнимательную, этот плед квадратный полностью выполняет. Теперь, как он связан и что за техника? Связан он из центра. То есть мы начинаем с маленького волшебного кольца и вяжем вот этот квадрат из центра, постепенно, соответственно, увеличивая его в размерах. Техника называется мозаичное вязание крючком. На моем канале вы можете найти много видео, посвященного мозаичному вязанию, и можно найти уроки по мозаике с нуля. Там уже, по-моему, 11 уроков. С самого начала, с самых начальных петель, там можно учиться мозаичному вязанию крючком. В том числе в одном из уроков мы изучаем мозаику из центра. Я там как раз объясняю, с чего начинать, как делать углы в квадрате, чтобы он расширялся, как соединять квадрат, чтобы ваш шов был не на стороне, а по диагонали. Все-все-все там можно попробовать сделать. Поэтому, если вы пока не умеете вязать мозаику из центра, то надо перейти в этот урок, научиться, попробовать на кошках и потом уже вернуться вот к такому пледу. Чем хороша мозаика из центра? Тем, что вы не являетесь заложником пряжи. Вы вяжете, пока у вас пряжа не закончится. Дальше. Вы не являетесь заложником цвета, потому что если вы вяжете из разной пряжи, вы просто выбираете тот цвет сначала, которого меньше всего, и с него начинаете, да, чтобы вам хватило на центральный элемент небольшой. Дальше уже вы присоединяете новую пряжу, и нет вот этого страха, когда вы вяжете, например, прямоугольный плед не из центра, что вы свяжете треть, этот цвет кончится, потом надо будет вводить другой, и окажется, что там одного цвета всего маленькая какая-нибудь полоска, другого слишком широкая. Когда вы вяжете из центра, это наоборот плюс. Кроме того, вы всегда можете устать, например. То есть вы вяжете, задумали вязать плед, потом устали, и хорошо, пусть это будет подушка. То есть просто вы довязали до нужного размера этот квадрат, пусть это будет сторона подушки, или связали чуть больший квадрат и завернули в него подушку, как в конверт.
И вообще тогда горе не знаете. То есть вязание с центра, оно, конечно, безусловно, по всем параметрам очень кайфовое. Кроме того, почему еще круто вязать из центра? Потому что вы начинаете, даже если большой проект, с очень маленького элемента, да, вот с этого. Проект увеличивается постепенно, а вам легко и хорошо, потому что квадрат все еще маленький, вы вяжете его очень быстро. Конечно, когда вы дойдете до размера, как у меня сейчас, целая вечность вам будет казаться, что целая вечность уходит на то, чтобы связать всего один ряд по периметру. Но оно и понятно, потому что у меня сейчас длина каждой стороны уже метр. Но поначалу вы на вот этой эйфории вяжете очень быстро, и вам легко, потому что элементы все маленькие и потихоньку только увеличивается. Вот, поэтому я топлю за вязание из центра, потому что это по всем параметрам очень круто. Теперь про рисунок. Это такой классический геометрический орнамент. Мне очень захотелось его применить именно в этом пледе, потому что он не затмевает собой цвет. Мы сейчас про пряжу еще поговорим. Мне важно было здесь показать цветовые именно переходы. Поэтому мне нужен был орнамент, который не перетянет на себя все внимание. И в данном случае вот этот вот геометрический орнамент, он как раз показался мне идеальным для этого проекта. Он и несложный, он позволяет не сильно заморачиваться, не держать все время схему перед собой. Поначалу, да, но потом очень быстро схему можно отложить и вязать уже по полотну, потому что рисунок очень хорошо читается. Уже становится быстро понятно, где какие столбики нужно вязать. Он несложный, я думаю, что с ним может справиться и тот, кто только-только вот сейчас изучает основы мозаики, поэтому не бойтесь, здесь нет каких-то сильно сложных переходов. Теперь про пряжу. Это пряжа Дундега. Ударение именно на первом слоге. Если вы не слышали ничего про Дундегу, можно погуглить. Это такая легендарная пряжа, как я говорю, пряжа не для слабонервных, поскольку она гипернатуральная. Она производится на очень известной фабрике. Фабрика, там полный цикл используется буквально там от выпаса овец и уже до прядения. Натуральное волокно, природные красители, поэтому, безусловно, эта пряжа, если вы хотите, если у вас такое эко-направление, вы хотите действительно из самого натурального волокна вязать, это вот ваш выбор. Есть еще кауни, есть много других чисто шерстяных пряж, безусловно. Но у Дундеги и вот у кауни у них есть еще такая особенность в этих вот красителях. Дело в том, что на этих фабриках специалисты подходят к окрашиванию пряжи как к такому очень творческому процессу. Поэтому здесь есть свои плюсы и свои минусы. Главный плюс, конечно, в том, что там получаются изумительные оттенки. Они очень приятных цветов, очень много оттенков. Они как будто бы взяты из природы. То есть действительно вы смотрите и наслаждаетесь переливами цвета. Есть минус в том, что такого творческого запала хватает на совсем небольшие партии пряжи. Поэтому ожидать, что в пасмах будут одни и те же переливы, и этих пасм будет много, не стоит. К сожалению, такая вот партия каждая ограничена 20 килограммами. То есть 20 килограмм окрашивают примерно в одни оттенки. И все. Ровно таких пасм вы больше не найдете. И в смысле больших проектов вязаных это проблема. Потому что, например, если вам нужно на плед 10 пасм, а то и больше, то нужно найти их в таком количестве и убедиться, что у них примерно одна и та же окраска. В случае мозаичного вязания для меня это была задача не слишком критичная, потому что в мозаичном вязании, как мы с вами знаем, используются два цвета, то есть нити двух цветов, контрастных, да, в самом узоре. Как вы знаете, я очень люблю градиентно окрашенную пряжу, и я ее в мозаичном вязании, равно как и в жаккарде, использую вместе с однотонным компаньоном. Поэтому я выбрала пасмы, которые мне очень понравились по цветовым переходам. То есть мы здесь можем видеть эти цветовые переходы, да? Вот начинается с зеленого, потом переходит немножко в травяной, в коричневый, потом чуть в охру, в рыжий, красноватый оттенок, снова травяной. И дальше здесь из-за того, что стороны стали очень длинными у квадрата, здесь совсем по ряду уходит на цвет, видите? То есть уже совсем узкие вот эти полоски цветовые, то есть уже один ряд красного, да, один ряд еще темно-зеленого. Здесь пока квадрат был небольшой, то
цвета более плавно переходят один в другой. Но и это тоже здесь не страшно, потому что со всеми этими переходами я использую один однотонный цвет, такой натуральный прям, скажем, назовем его молочный. И этот однотонный компаньон сглаживает вот эти переходы цвета, и даже там, где, казалось бы, они не очень гармонично могли бы лечь, в сочетании с однотонным компаньоном они ложатся в удивительно красивую картину, посмотрите. Кроме того, в таких природных красителях ценно еще, что цвета не вырви глаз, что это действительно природные цвета. Они, как я говорю, срезаны немножко, то есть у них как будто бы срезан верхний слой. Здесь нет огненно-красного, искусственного, здесь нет лимонно-желтого, здесь нет такого, знаете, зеленого, вот как детского зеленого, да, химического, неонового. Нет, здесь травяной, охра, темно-бордовый. И мне очень нравится именно этот подход в этой пряже, потому что это позволяет получить даже в, кажется, несочетаемых оттенках очень приятные именно произведения искусства, цветовые картины. Произведения искусства не в смысле вязаного полотна, а в смысле вот единого цветового решения. Поэтому, безусловно, если вы хотите поэкспериментировать, если вы хотите почувствовать вот этот драйв, когда надо найти эту пряжу именно в таком количестве, хотите поиграть с этим однотоном, то, безусловно, Дундиго и Кауни – это ваш выбор, чтобы повеселиться. Вот почему я говорю, что эта пряжа не для слабонервных, потому что это про… Это если вам скучно уже вязать из обычной, вот надо попробовать тогда ее. Какие нюансы есть у этой пряжи, о которых стоит знать и стоит к ним быть готовым? Я была готова, поэтому они меня не испугали. Но если вы не готовы, то я вас сейчас подготовлю. Итак, это гипернатуральная пряжа, соответственно, у нее есть некоторые свойства, присущие гипернатуральной пряже, а именно, она может быть колючей. Я понимаю, что вообще колючесть – это очень такое индивидуальное свойство, да, кому-то невозможно прям чуть-чуть прислонить кожу, уже все покраснело, а кто-то носит шапку, связанную с такой пряжей, и удивляется, а что у вас там все чешется, у меня ничего не чешется. Поэтому это, конечно, не одежда, да, это не свитер, который вы будете носить на тело, это плед, но все равно вы в него будете кутаться, вы его будете прижимать к себе, поэтому важно понимать, подходит ли вам эта пряжа тактильно. Попробуйте, ну, в магазине тоже, может быть, не стоит ее прикладывать к себе, потому что она еще покрыта вот этими вот специальными веществами, но все равно часто в магазинах бывают связаны образцы уже постиранные или какие-то вещи, там шарфы. Можно приложить и понять, насколько вам критична вот эта ее колючесть. Дальше, повторю, кому-то вообще не колючая, это надо просто проверить. Дальше, вся эта вот натуральная пряжа, поскольку, как я говорила, полный цикл с овцами, со всеми делами, она продается вот в таких вот пасмах, и в этих пасмах можно увидеть кусочки сена, деревяшек. Вот, может быть, вам здесь видно, вот здесь вот, сейчас, вот, например, да, вот это вот кусочек какой-то деревяшки, вот какие-то тут вот еще что-то такое, внутри у нее вот там есть всякие вот торчит прямо кусочки такого вот сена, ну правда, это прямо сено, вот торчит. Вот, поэтому, когда вы ее увидите в таком виде, нужно быть к этому готовым. Более того, ее нужно стирать. И вроде как рекомендуют стирать до стирки. После стирки тоже, но до стирки ее рекомендуют стирать. Это тоже то еще удовольствие. Нужно размотать эту пасму, ее постирать в специальном средстве, прополоскать, просушить. Она вся распушится, немножко цвет у нее так поменяется. Потом ее надо смотать будет в клубок. То есть эта пряжа потребует от вас некоторых подготовительных действий, прежде чем вы начнете вязать. То есть пришли, купили, вернулись домой, сели вязать, это не про эту пряжу. Вот. Но поскольку я знала, что так будет, ну окей, ну постирала, ну да, ну хотелось повязать, ну что, пришлось ждать, пока высохнет. Высохло за сутки, все нормально. Но несравненное удовольствие я получила, действительно, вот и тактильное, и эстетическое. Плед легкий, я его не взвешивала, в описании напишу, сколько он весит. Очень комфортный. Да, еще важно, вязать под ним жарко.
Это нужно понимать. Я все время радуюсь, когда вижу пледы, потому что они уже укрывают меня в процессе моего вязания. И мне от этого очень хорошо. Да, но это касалось акриловых пледов, да, вот ими укрываешься, и тебе хорошо. А этим пледом укрываешься, и тебе жарко. Если вы вяжете зимой, или поздней осенью, или ранней весной, это все окей. А если вы вяжете летом, я боюсь, что прям будет жарко сильно. Вот, нужно, опять же, это иметь в виду. Кроме того, у каждой такой пасмы разный метраж, разная граммовка. Она бывает разной толщины. Если мы берем дундугу, она бывает 6,1 и 6,2. Вот я беру 6,2, потому что меня толщина устраивает, я вяжу крючком 5,5. Если вы любите более тонкое полотно, вы берете 6,1, более тонкая нить, и вяжете, например, крючком 3 или 3,5. Про разный метраж. Вот, например, я держу сейчас в руках эту пасму, здесь написано 100 грамм, примерно 275 метров. Дальше ручкой написано 214 грамм. То есть это значит, что в 100 граммах примерно 275 метров, а конкретно в этой пасме 214 грамм. Вот считайте, сколько там метров. Ну, в 2 раза больше, да? Вот. А возьмем другую, например, пасму. Вот эту. Сколько в ней? А в ней 169 грамм. То есть здесь 214 грамм, а здесь 169 грамм. А сколько здесь метров? Непонятно, сколько здесь метров. Будем на практике понимать. Значит, на мой плед я буду его вязать, это я просто забегаю вперед, вот эту пряжу я купила уже на другой плед, на следующий, который будет прямой, не из центра я буду вязать, а по прямой. И я купила на него по 6 пасм, 6 пасм вот таких, 6 пасм вот таких. Я замерю, какой у меня получится плед, сколько у меня на него уйдет. Я хочу плед где-то там 120 сантиметров шириной, ну и в высоту. Вот. Посмотрим, это уж я потом вам расскажу в Телеграм, в Инстаграм, везде. Вот. Ну, в общем, надо понимать, что эта пряжа не про четко, знаете, 100 грамм, 250 метров. Нет, там, повторю, не для слабонервных. Но зато большое удовольствие, большое веселье, не скучно. Вязать вам будет не скучно. Вообще проектом этим заниматься не скучно. Вот. Итак, в заключение, что хочу сказать еще раз, что в описании к этому видео вот здесь внизу вы найдете схему вот к этому пледу. Помните, что это может быть как плед, так и ковер, например. Вы можете связать квадратный ковер. Пожалуйста, возьмите для этого хлопковый шнур и вперед. Значит, схему вы найдете на много-много рядов. Там, так я сейчас не вспомню, в общем, там дофига рядов. Если вдруг вы свяжете, ну типа там 100 с лишним рядов, если вы свяжете эти 100 с лишним рядов, и вам захочется дальше продолжать, а вы к этому моменту не сообразите все-таки, как идет рисунок, и у вас произойдет затык, то в этом случае вам нужно будет мне написать в Телеграм, например, и сказать: Юля, вяжу по вашему курсу, вот по вашей схеме, вяжу плед из центра, я связала все ряды в вашей схеме, дальше не могу, не понимаю. И я просто вам дорисую еще ряды, чтобы вы могли дальше продолжать вязать. Но я думаю, честно говоря, что вы прям поймаете логику крючочного слова. Но если не поймаете, не проблема, я вам дорисую еще. Вот. Такая вот история, такой вот проект. Я вам желаю обязательно к нему приступить, даже если не из дундуги, из обычной пряжи, из любимой вашей пряжи, из другой или из шнура. Пожалуйста, мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получится, как эта схема будет вами реализовываться. Она, правда, не очень сложная, поэтому буду рада видеть, и особенно если вы мне пришлете там в Телеграм, например, фото ваших процессов, будет отлично. А я пока пойду стирать новую пряжу для нового проекта. Увидимся с вами уже очень скоро. Приятного вязания и будьте обязательно здоровы. Пока-пока.